Сегодня мы отправляемся в захватывающее путешествие, которое пролегает от Бишкека до Таласской области. Общая протяженность пути составит где-то 1200 километров. Впереди нас ждет множество удивительных мест. Мы начнем с 3 изумительных озер в Чактальской долине, которые мы увидим во время небольшой пешей прогулки. Затем наш путь ляжет в национальный парк Бешташ, где природа встретит нас во всей своей красе. И в завершении нашего приключения мы отправимся в Манас-Ордо, место, наполненное историей и культурой, которое оставит незабываемые впечатления. Да. Прям теплое такое. Вот здесь, где мелко тепло, а вот когда туда чуть ходишь... Смотри, как волны идут. Ошалеть! Не, это что-то. Покажите, что там. Волны, Хороший, смотри, я как еще раз они смотрю. ровно кругом, видишь? Мы брали вот обычно вот эту ель торчащую. Вот, это же, оно же в ущелье же, оно вот так Мне кажется, ходит. там. Да, то есть... Да, оно вот так, Вот конусообразно. там ниже ущелья шло, вот Смотри, такое это же здесь. ущелье, Конусообразно. где у нас стоит лагерь. Это то же самое. Вот мы палатки поставили под елками, сошел вот этот камнепад, завалил речку. Да, и ну, вот конусообразно идет. такую ванночку образовало. Соответственно, все, что снизу стояло, То есть всё запусти вот дрон, ты посмотри, какие там озерца есть кайфовые. Вот такие небольшие, типа реально маленькие. Вот там, Полетишь на них? мне кажется, там и вода теплее. Красиво, заходи. Ну вот. Есть кота. Прям хорошо размешивать, чтобы оно все впитало в себя воду. Стенок там поплавать, там типа... Ну это минут 5 нужно ждать. Минут 5. Недолго. Папа, иди сюда. И кофе приготовлено. Рядом с бутылочками, баночками, садись сюда. Вот давай спорить. На любом есть недалек. Сколько? Да есть, ну ты говоришь, нету недалек. Если есть, какая разница? За что бить? Кайф. Это может быть Волжской области. Мы выпили кофе и искупались в бодрящем озере, окруженном отличными горными видами, и направились дальше.
Чтобы полностью насладиться красотами Чактальской долины, нужно было потратить гораздо больше времени, чем у нас было. Но сегодня наша главная цель — это дойти до озера Каратакой, где Богдан приготовит вкуснейшую окрошку. Пока Богдан готовит продукты для окрошки, вот вам один факт про озеро. Каратако появилось в конце 19 века в результате землетрясения. Кроме того, Каратако из кыргызского языка переводится как «черный лес». Наверное, потому что на горных вершинах расположились красивые хвойные деревья. Тебя не отпускает, вот так и ловил голос и сказали. Вообще не появляется. Я вперед, знаешь, да? Только что Богдан приготовил окрошку на 2900 метров, прямо около озера Каратако. Было очень вкусно и приятно. Спасибо, Богдан. Маршрут туда и обратно до озера составил плюс-минус 13 километров. И, конечно же, мы очень устали. 2,5-3 часа спускались со второго озера. Сейчас прибыли, у нас 3 машины и 17 человек. Нам нужно как-то уместиться, возможно, многие поедут на порогах сейчас. Сил нету уже, надо добраться до лагеря, поспать, и еще у нас 3 целых дня будет, насыщенных и интересных. Но лично я удивлен местом, озера красивые, с сочетанием деревьев и гор, которые рядом находятся, это прям уф. Нам еще удалось искупаться в этом озере. Все говорили, что вода теплая, но она была очень холодной. Но было круто. Приготовили окрошку, в принципе, довольно продуктивный день получился. Вот. Ну, еще целых три продуктивных и интересных дня нас ждет, поэтому оставайтесь с нами и go дальше. Чтобы попасть на озеро, нужно проехать через Чаткальскую долину и перевал Кара-Буура. Перевал очень красивый, но увидеть мы его сможем только 2 днями позднее, по пути в природный парк Бешташ. Но это еще не конец наших приключений. По возвращению с озера нас ожидала шорпо, которая просто идеально вписалась после похода. Огромное спасибо вам, Тахир Байке, за такой вкусный вечер.
Утро следующего дня было добрым. И кажется, что у всех участников команды было настроение провести этот день максимально расслабленно. Чем, собственно говоря, мы активно и начали заниматься. Я как проснулся, сразу с Богданом направился за камнями для готовки. А потом на обратном пути Рома нам благополучно помог перенести их. Спасибо. Здесь сама почва не каменистая, ну как, каменистая, но камни здесь круглые. А нам нужен был вот такой камень. На нем можно жарить, печь, что угодно делать. Что будешь на нем готовить сегодня? Я пока не определился. Или хачапури, или пиццу, ну или просто хлеб. Я просто в том плане, что этот сейчас быстро нагреем, потом ее вытащим. Костер забабахать. Пока мы дружно готовили очаг, атмосфера в лагере наполнилась теплом и позитивом. Тахир Байке, например, порадовал самым мягким и вкусным шашлыком, который я когда-либо пробовал. Кто-то просто наслаждался природой и тем самым приятным моментом в горах, когда связь и любые социальные сети просто недостижимы. А кто-то проводил приятное время за игрой в бадминтон и во время душевных разговоров, которые, кстати, сопровождали нас всю поездку. Так, стоп, мы забыли про камень. Колбаса скворчит, готовим дальше. Ото всех по чуть-чуть можно, пожалуйста, сыра? Сколько не жалко? Пачка. Достаточно, отлично, спасибо большое. Если есть еще несите, почему нет? Сколько у нас разновидностей сыра? Около 5 видов, 4. Богдан, например, удивил нас грузинской кухней, приготовив 2 вида хачапури – по-аджарски и по-мигрельски. В кулинарном шоу приняли участие взрослые и даже дети. Со временем выяснилось, что в нашей команде есть Никита, который проработал достаточно много с тестом, чтобы удивить своими навыками повара. Просто взгляните, как у него хорошо получается, респект тебе за такое. Сейчас готовится тесто для пиццы, которая, кстати, тоже была в нашем грандиозном пире. Ребята, пицца готова! Вкусно, что ел на камнях? Маленький, а сантиметр. Всю поездку нас сопровождала дружная и душевная компания людей, которые никогда не бросят в беде и имеют огромнейший опыт в путешествиях на внедорожниках. К сожалению, в одном видео у нас не получилось познакомить зрителя со всей командой. Но все же с одним человеком удалось поговорить. Знакомьтесь, Адыл Байке, человек, который проехал на своем стоковом GX весь Кыргызстан. Путешествовать я начал с 16 года на машине. По горам, по долам. После того, как я съезжу в горы, мне уже снова хочется, опять же тянет в горы. Поэтому как только наступает тепло, оттаивает снег, я стараюсь выехать куда-нибудь за город. Ну, я побывал, можно сказать, по республике, почти во всех местах. Энельчек, Сарыджас, под пиком Хантенгри, под пиком Ленина. Иссык-Куль весь вокруг объездил, во всех ущельях, почти во всех ущельях побывал. Мне, в общем-то, 69 лет исполнилось, 70-й пошел. И вот если бы мне сказали бы, загорайте на берегу Иссык-Куля или вот идемте в горы, я бы, конечно, выбрал бы горы. Ну вот как у Высоцкого говорится, лучше гор могут быть только горы. Агитирую пенсионеров особенно, которые сидят дома у телевизоров на диване, езжайте в горы. И путешествуйте, больше путешествуйте. Дни в Чаткальской долине настолько продуктивные, что мы не заметили, как уже пора отсюда уезжать. Теперь осталось только выспаться и завтра рано утром поехать в природный парк Бешташ через красивейший перевал Кара-Бура.
Только что мы вернулись с Чаткала. Сейчас мы находимся в селе Кызыладыр в Таласской области. Дальше у нас по плану Бешташ. Бешташ — это одно из известных мест в Таласе. Ущелье Бешташ, река Бешташ, и там есть горное озеро Бешташ. Сейчас мы вот собираемся со всеми. Как только все соберутся, мы поедем туда. Ну, в общем, находимся мы в Бешташе, посмотрели два озера, это вот маленькое и побольше, которое. Места интересные, красивые, говорят, если идти дальше, будет ущелье Терме. Вот, и конь тут, смотрите, какой. Уже 9 часов мы наконец нашли место для нашего лагеря. План такой: наготовить еды, покушать, поспать, проснуться в 9 утра. И у нас завтра будет поездка опять. Мы будем целый день ездить. Не знаю куда, не знаю зачем, не знаю почему, но посмотрим. Пацаны, дайте один хомут, пожалуйста. В этот же? Давай, сюда, сейчас укроп сюда нужен.
Наша поездка продолжается дальше. Сейчас мы выдвигаемся в перевал Терек. Там также будет ущелье одноименное, также Терек называется. И после этого перевала нас ждет еще один перевал. Его называют Узун Ахмат. Сегодня проснулись мы в 8 утра. Я приготовил драники. Это все мы отсняли всей командой. Классно прям поснимали. Машину быстро собрали. И уже грузимся постепенно в колонну, образуемся и едем дальше. По идее, через все вот эти вот горы мы должны проехать к Токтагульскому водохранилищу. Место замечательное. Там мы должны искупаться и после уже отправляться в Бишкек обратно. Ну, к ночи, я думаю, то, что мы попадем в Бишкек. Если не застрянем, да. Ну, а возможно, мы застрянем. Кто знает. Как бы мы ни хотели проехать через перевал, снежная лавина, которая накрыла волной дорогу, явно была против этого. Мне очень понравилось, как вся команда дружно начала решать проблему. В ход сразу же пошли лопаты. Конечно же, нам не составит особого труда быстро расчистить такой небольшой участок снега. Если бы не одно «но». Таких лавин на пути еще штук 15. Коля решил взлететь на своем дроне и глянуть дорогу. Было принято решение сворачивать операцию по очищению перевала. Дальше, к сожалению, не проехать. Но мы совсем не унывали. Было принято решение устроить гонки на лопатах, где приняли участие Рома, Никита, Адыл Байке и я. Пока мы карабкались в старту, ребята дружно слепили послание в виде снеговика, которого впоследствии назвали Алексей. Атмосфера была зачетная. Перевал Терек отпечатался у меня в голове самыми яркими воспоминаниями. А тем временем гонка начинается. Рома выходит вперед, Виталя улетает! Собака, каска. Послание Алексею. Дорога очень сильно расчищена. Вот. И вот таких там еще 10 штук. Снеговиков. Привет всем остальным, кто сюда приедет. Лопата вам в помощь. Мои ощущения после гонок, я в восторге. Снег летом — это очень хорошо. У нас собралась компания сноубордистов и мы просто взяли и взорвали этот снег. В общем, с Бешташа мы вернулись в Талас, сейчас направляемся в Манас-Ордо, уже повернули, вот эта вот деревня Манас-Ордо называется, мы сейчас по ней едем, и скоро мы увидим что-то красивое, мы пока не знаем, что именно, но мы очень верим, что это будет что-то красивое. А увидели мы Манас-Ордо, культурный комплекс, в котором хранится история о знаменитом Манасе, герое одноименного эпоса. Сейчас мы находимся в Манас-Ордо. Здесь вокруг все 40 сподвижников Манаса. Кто не знает, можете прогуляться и почитать по именам прям. Здесь самый главный памятник самому Манасу. Далее мы пройдем в музей Манасу, а далее после музея уже на сам мавзолей Манаса. Пойдемте в эту сторону сразу в музей. По одной из легенд на гумбезе было написано имя женщины, чтобы отвлечь внимание, что там Манас лежит. Если это уже, смотрите, легенда, если чисто по-научному брать, там вот на месте вот этого мавзолея, он был такой полуразрушенный уже, сейчас он отреставрирован, там именно было при раскопках обнаружено именно тело женщины.
Сооружение представляет собой 11 метров в высоту и площадь около 50 квадратных метров. Несмотря на небольшие размеры, гумбез Манаса имеет величественный и чарующий вид. Точно так же, как Чингисхан уже. Неизвестно, где он похоронен. То есть специально скрывали, что не грабили. Там же еще момент такой, что в то время кочевники же были. Тут же никакого города не было, чтобы кто-то охранял это место, стояли. Вот смотри, все, кочевые люди, народы уходили, и все, здесь никого не оставалось. Поэтому, чтобы грабительств не было, какие изощренные методы шли. Сам Манас возводит мемориальный комплекс в честь национального героя Манаса, который защищал и объединял киргизов в эпосе того же имени. Возведен в Караханитскую эпоху, около 1334 года, то есть Манас возводит. Местоположение комплекса вовсе не случайно. По легенде, именно в Таласской долине располагалась основная ставка Манаса и его воинства. Эпос является историческим, поэтому значительная часть описанных в нем событий происходила на самом деле. Эпос по праву считается своего рода энциклопедией жизни кыргызского народа, свидетельством его древней истории. Мне всегда было интересно, как много людей на нашем канале досматривает ролики до конца. Большое вам спасибо за такое приятное. Предлагаю провести небольшой эксперимент. Если вы уж дотянули до этого, то я надеюсь, вам не составит труда рассказать о ваших планах на лето. Мне будет, уж очень интересно почитать ваши комментарии. А на этом наше путешествие приходит к логическому завершению. Благодарю всех участников поездки. Ребят, вы супер-пупер-мега крутые. Всем спасибо, а мы погнали готовиться к поездке вокруг Иссык-Куля.